Всем привет-привет, с вами Алена, а у нас в гостях очень необычный случай. Честно, я такое видела когда-то давно в интернете, именно вот такой необычный нюанс с большим пальцем. И вот он теперь наконец-то к нам пришел. Не могу сказать, что мы прям очень сильно рады и ждали, но в том смысле очень жаль девушку, что с ней так получилось, но я всегда хотела это показать, потому что это прям, бывает редко, но очень интересно, и если кто-то из вас с этим столкнется, я думаю, что информация будет очень полезной. Начнем, как всегда, с истории. Эта девушка-спортсменка, она занимается, вы не поверите, хоккеем. Она играет в хоккей. Да, теперь и женщины в этом спорте тоже есть. И, конечно, тут встает вопрос обуви. Наверное, все вы знаете, как выглядят хоккейные коньки. Это жесткая обувь, тренировки многочасовые, и, конечно, бывает, что и отобьешь, и вспотеешь, и так далее. В общем, однажды, где-то с год назад, она все-таки решила пойти к подологу, потому что у нее есть проблемы с врастанием ногтевых пластин. Пришла к подологу, она рассказывала, что просидела в машине и так и не смогла туда зайти, потому что ей было очень-очень страшно. В итоге она приняла решение в пользу хирурга. Сходила на удаление, и временно диагноз вросшего ногтя, как водится, был снят. Потому что когда все удалили, вырезали, конечно, врастать нечему. Но когда пластина отросла, все проблемы вернулись и прибавилась еще одна. Как видите, на большом пальце есть вот такой кружочек. Сухое место, которое на первый взгляд может показаться обычной мозолью, но нет. Скорее всего, это часть клеток ногтя, и именно в этой части он продолжает расти. То есть во время удаления хирург удалил не совсем ровно, и получилось, что частичка клеток ногтя осталась в мягких тканях, в коже, и ноготочек продолжает расти, но вот такой немножко измененной форме. Знаете, на что это похоже? Это бывает, когда вот отдавленные отбитые мизинцы, да, когда они раздвоенные, и там вот эта вторая половиночка, которая с краю, она такая странная, кератированная, непонятная. Вот примерно то же самое на большом пальце получилось. И, к сожалению, решить эту проблему теперь можно только в кабинете у хирурга, чтобы он доудалил оставшийся вот этот кусок, потому что он точно там не нужен. Вот именно вот эту часть сейчас Лена показывает, ее подковыривает. В этот раз мы вычищать и трогать ее не стали, просто слегка подрезали, чтобы она не цеплялась. Но на следующий визит в планах поработать, и, конечно, мы обсудим этот вопрос с коллегами, у кого такое встречалось и как они решали проблему. Очевидно, главное первостепенно убрать это все сухое, все ненужное. А дальше мы перейдем к остальным пальчикам, на которых тоже есть проблемы. Стопа влажная, опять-таки возвращаясь к вопросу обуви, тут все, по-моему, логично связано и понятно. Стопа влажная, ноготочки, трамплинчики. В общем, здесь то самое комбо, 33 несчастья и все на одних ножках. Но не стоит отчаиваться, нужно обязательно работать, следить и ухаживать за ними. И я просто уверена, что проблем тогда станет намного меньше. Делаем легкую небольшую зачистку. Опять-таки здесь вообще там на 25-й план отходят эти чистые педикюры, там кутикулы и все такое. Мы просто зачищаем для того, чтобы нам ничего не мешало работе. Обратите внимание, кстати, на мизинчик. Посмотрите, как у него кожа, вот этот капюшончик надвинут на ногтевую пластину. Это тоже говорит нам о неудобной обуви. И сейчас просто смертельный номер. Лена загоняет тампонаду. Впихнуть невпихуемое, как говорится, да, то есть вот под такой маленький ноготочек нужно все-таки смочь поставить тампонаду, потому что все это врезается в кожу, в мягкие ткани, и ей, конечно, очень некомфортно и местами даже больно. Я думаю, сейчас хорошо видно жидкость, по которой мы заводим тампонаду. Это Пронтоман гель. Этот гель чем хорош? Он ускоряет процессы регенерации. Если есть какие-то ранки, все достаточно быстро заживет. Этим гелем мы пользуемся по рекомендации Песчинки, на которой я тоже, как правило, оставляю ссылку в описании, потому что она, она крута на минуточку, поэтому это тот человек, у которого стоит обучиться подологии.
Дальше продолжаем нашу работу и решаем установить коррекционную систему, потому что надо как-то с этим что-то делать, ногти вырастают, болит. Но здесь тоже просто акробатический этюд по установке коррекционной системы на такой маленький малышок. То есть тут прям вот попасть очень-очень сложно. А еще самое главное не задеть кожу, потому что если заденешь, точно будет отслойка, и титанка отлепится, она просто отстрельнет в какой-то момент. Но здесь это просто на грани фантастики, это вам не на большой палец устанавливать. Кстати говоря, по поводу большого, мы наложили повязку и закрыли его. Больше там делать пока ничего не будем, пока наблюдаем. Конечно, там коррекционная система на данный момент не нужна, меня больше интересует вот эта часть оставшегося ногтя. В общем, коррекционная система установлена, тампонады вставляем еще раз. Первый раз мы ее вытащили по причине того, что она мешала установке титановой нити. Поэтому снова заталкиваем, все устанавливаем, и будет нам счастье. Я думаю, многие из вас заметили какие-то пятнышки на ногтях, вот такие, не на ногтях, на подушечках пальцев, на красные. С этим нужно разбираться, это не похоже на бородавку, но что-то с кожей здесь не то, и это уже компетенция дерматолога. Еще раз говорю, мы будем ждать ее на повторный прием и обязательно проконсультируемся с коллегами. А у меня на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. С вами была Алена. И берегите себя и свои ногти.